Итак, теперь мы раскроем лотос с 16 лепестками на двумерной версии. Я буду рисовать лепестки и называть проявления Деви. Камакаршини, Будхьякаршини, Ахамкаракаршини, Шабдакаршини, Спаршакаршини, Рупакаршини, Расакаршини, Гандхакаршини, Читакаршини, Дхарьякаршини, Смритьякаршини, Намакаршини, Биджакаршини, Атмакаршини и Шарьяракаршини. Последний лепесток — Шарьяракаршини. В человеческом воображении мы представляем, рисуем эти лепестки и проговариваем: Камакаршини, Будхьякаршини, Ахамкаракаршини, Шабдакаршини, Спаршакаршини, Рупакаршини, Расакаршини, Гандхакаршини, Читтакаршини, Дхарьякаршини, Смритьякаршини, Намакаршини, Биджакаршини, Атмакаршини, Шарьяракаршини. Внутри квадрата мы создаем 16-лепестковый лотос, начиная с лепестка, который ближе всего к нам, и идем против часовой стрелки. Внутри 16-лепесткового лотоса имеется 8-лепестковый лотос. Здесь время идет не в привычном для нас потоке. Оно перепрыгивает, ведь мы спим. Это состояние сна человека. Поэтому последовательность здесь также необычная. Мы не идем по часовой стрелке или против часовой стрелки. Мы перепрыгиваем. Я продемонстрирую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь 8 лепестков. Они являются представлением состояния глубокого сна, отделенного от космоса. Сна без сновидений. Сейчас я нарисую их и назову. Ананга Кусума, Ананга Мекхала, Ананга Мадана, Ананга Мадана, Ананга Маданатура, Ананга Рекха, Ананда Вигини, Ананга Ангуша, Ананга Малини. Квадрат представляет состояние бодрствования. 16-лепестковый лотос — состояние сна. А эти 8 лепестков — состояние глубокого сна. При бодрствовании вы видите материальный мир, то, что перед вашими глазами. Состояние сна, сновидения, оно связано исключительно с вами.
То, что вы испытываете, отличается от того, что испытывают другие. Это ваш скрытый, тайный уровень. Но еще более скрытый уровень — следующий, ведь даже вы не знаете, что происходит во время вашего глубокого сна. Происходящее полностью от вас скрыто. Состояние бодрствования, состояние сна и состояние глубокого сна. И четвертое состояние. Это состояние, когда человек больше не отделен от мира, он соединяется с миром. Ваша джива отделена от мира кругом. Этот круг — это стена. За стеной ваша отделенная джива, она словно в океане. Она перемещается словно между волнами, между тремя разными состояниями. Бодрствованием, сном и глубоким сном. Словно в океане. Внутри же стены мир, который постоянно созидает жизненные формы, способные воссоединяться с этим же миром. Теперь давайте рассмотрим структуру космоса. Космос состоит из трех составных. Здесь, за стеной, мы видим 14 миров. На атомном уровне мы имеем 14 электронных оболочек. Это 14 атомов, окружающих ядро. На индивидуальном уровне, в противовес космическому индивидуальному уровню, это 14 миров. Вот 7 миров под нашим миром. Атала, Витала, Сутала, Талатала, Расатала, Махатала, Патала. Это 8-й мир. Бху, Бхуваха, Сваха, Маха, Джанаха, Тапаха, Сатья. Посмотрите на эту фигуру. Вверху и внизу находятся два мира. Вот с этой стороны 3, вот с этой 3, вот с этой 3 и вот с этой 3. 3 на 4 — 12, плюс 2 — 14. Теперь мы будем раскрывать эту структуру у себя в голове, представлять ее и ассоциировать эти треугольники, миры, с богинями Шри Чакры. Итак, последовательность идет против часовой стрелки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Итак, назовем имена. Я обведу эту фигуру, чтобы эти треугольники были связаны между собой. Сарва Самкшобхини, Сарва Видравини, Сарва Каршини, Сарва Хладини, Сарва Саммохини, Сарва Тхамбини, Сарва Джримбхини, Сарва Вашанкари, Сарва Ранджани, Сарвун Мандини, Сарвартхасидхика, Сарва Сампатипурани, Сарва Мантрамаи, Сарва Дван-Два Кшаянкари. Таким образом, перед нами 14 миров. Внутри находятся два набора треугольников. Внешний ряд и внутренний.
Оба набора состоят из 10 треугольников. Внешний и внутренний. 10 внешних треугольников представляют собой 5 сенсорных и 5 двигательных органов. Мы перейдем к описанию следующих уровней Шри-чакры. Сейчас мы рассмотрим 2 следующих внутренних элемента Шри-чакры. Это 2 уровня, по 10 треугольников в каждом. Давайте обведем контур фигуры, к которой крепятся эти треугольники. Это внешняя форма, из которой выходят треугольники. Сейчас мы нарисуем эти треугольники и назовем их. Сарва Сидхи Прада, Сарва Сампат Прада, Сарва Приянкари, Сарва Мангала Карини, Сарва Камапрада, Сарва Дукха Вимочини, Сарва Мритью Прашамани, Сарва Викхна Ниварини, Сарванга Сундари, Сарва Соупха Гьядаини. Порядок всех треугольников внутри круга против часовой стрелки. Движение против часовой стрелки представляет собой леворукую часть мира. Мир бывает леворуким или праворуким. Известно, что мир, в котором мы живем, леворукий. И треугольники идут против часовой стрелки. Займемся структурой 10 внутренних треугольников. Они представляют собой 5 элементов и 5 свойств. 10 внешних треугольников представляют собой 5 сенсорных и 5 двигательных органов. Давайте опять очертим фигуру. Из этих линий будут выходить треугольники. И назовем их. Сарваджня, Сарвашакти, Сарва Ишварьяпрада, Сарва Джнанамайи, Сарва Вьядхивинашини, Сарва Дхарасварупа, Сарва Папахара, Сарва Нандамайи, Сарва Ракшасварупини, Сарва Псита Бхалапрада. Теперь перейдем к 3 центральным структурам. Как я уже говорил, 14 треугольников, 10 треугольников и еще 10 треугольников, 24 татвы. 14, 10 и 10 равно 24. 24 татвы. Они составляют внешнюю оболочку космоса. 3 внутренние структуры, о которых мы сейчас поговорим, это геометрические принципы, по которым создан и устроен мир. Сейчас мы перейдем к этой части. Мы рассмотрим начало Вселенной.
Внутренняя часть Шри-чакры состоит из 3 структур. 8 треугольников здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Внутри есть 3 угла одного треугольника. А внутри этого треугольника бинду. Если бы мы представили точку, то не увидели бы ее. Ведь точка безмерна. Поэтому мы нарисовали круг. Круг символизирует завершение, бесконечность. Ведь если идти по кругу, то можно ходить бесконечно. Этот круг — это 0, это бесконечность. Начнем с внешнего набора треугольников. Будем их называть. Вашини, Камешвари, Мадини, Вимала, Аруна, Джайни, Сарвешвари, Каулини. Сейчас мы перейдем к обсуждению внутренней фигуры, к вот этой структуре. Внутри этого набора треугольников расположен один треугольник. Вот этот. 3 божества, 3 угла. Маха Камешвари, Маха Ваджрашвари, Маха Багамалини. И, наконец, центр. Центр — это Маха Трипура Сундари. Перед вами полная структура Шри-чакры. Благодаря геометрии мы можем познать строение космоса. Из центра, откуда исходит творение космоса, бинду, 8-я аварана и 7-я аварана. Здесь сосредоточено творение. В следующих 3 — проявление мира и отделение от космоса. Из этой точки мы движемся к этой точке. По лестнице вниз и вниз и вниз. И если вы хотите вернуться к этой точке, нужно подниматься по лестнице вверх, обратно. Начиная с внешних границ и шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом, к бинду. Как мы уже говорили, 3 центральные структуры. Бинду, треугольник и 8 треугольников. Бинду нельзя назвать началом, потому что времени не существует, чтобы сказать, где начало, где середина, а где конец. И нет пространства. Нет никаких параметров, чтобы ее описать. Это безмерная точка, из которой появился мир. Но как это возможно? Третьи структуры — это сат, чит и ананда. Центр бинду — это сат. Чит — центральный треугольник. Ананда — 8 треугольников вокруг. Вместе эти 3 элемента называются Сатчитананда.
Из этой безмерной точки должны были появиться измерения. А если существуют измерения, значит должен быть интервал. Интервал между временем и пространством. Создание этого интервала — это вот этот треугольник. Пространство, время и материя. Время и пространство взаимодействуют и создают материю. Пространство, время и материя. Пространство — это Вишну. Время — это Шива. И Брахма в данном случае появляется благодаря союзу Шивы и Вишну. Итак, время, пространство и материя созданы. Творение расширяется посредством вибраций. Ведь теперь есть время и пространство. А значит, объекты могут перемещаться во времени и пространстве. Таким образом, творение разделяется на 8 космических ресурсов для материи. 8 групп, которые на санскрите называются буквами Ам-Ам, Им-Им, Ум-Ум, Арум-Арум и так далее. Или же эти группы называют и согласными. Группа Какха-Гагха-На, группа Чадша-Джадшана, группа Татха-Датхана, группа Папха-Бабха-Ма и так далее. 8 треугольников — алфавит. Здесь у нас Вишну, Шива и Брахма. Таким образом, вот точка создания космоса. Дальше идет сам космос, а после — отделенный человек. Так в воображении раскрывается Шри-чакра. Таким образом, мы можем полностью представить себе Шри-чакру. Это плоская ее репрезентация. Ее следует раскрывать трехмерно, слой за слоем. Этот уровень над этим, этот уровень над этим, этот уровень над этим и так далее, пока не доберетесь до наивысшей точки. И мы получаем трехмерный алгоритм Шри-чакры. Это медитация, основанная на принципах устройства Вселенной. Только постигнув через медитацию устройство Вселенной, человек может действовать в прошлом и будущем, как действует в настоящем. И знать, что случилось в прошлом или что случится в будущем, как он знает о событиях настоящего. Это называется способностью управлять временем. Если человек выходит за рамки уровня сознания, появляется понимание природы времени, а также способность управлять им. Появляется способность воплощать в реальность свои желания. Пусть благословит вас Бог. Работайте над собой. Хочу еще добавить несколько слов. Почему мы нарисовали эти лепестки в виде лепестков лотоса? Мы могли бы нарисовать здесь просто внешние круги, но нарисовали лепестки лотоса. Дело в том, что в отличие от простого круга, лепесток двигается вот так, а потом меняет направление. Каждый лепесток является репрезентацией того, как развивается, эволюционирует космос. Начинается здесь, идет вот сюда, а потом возвращается. Такова природа самого мира. От одной точки к другой и обратно. Туда и обратно. Это вечное движение. Именно поэтому мы решили изобразить лепестки лотоса. Линия меняет направление и идет обратно. Мы видим подъем, вершину и спуск. Так устроена Вселенная. Познав, как устроен мир,
вы сможете управлять своими мечтами, воплощая их. Пусть благословит вас Бог.